Всем привет! В этом видео я подробно расскажу, как завести Self Chill, а также про свой билд. Для начала я подробно расскажу про сам Self Chill и какие вообще есть варианты, чтобы с ним можно было играть, а потом про вариант, который я выбрал для билда, и про сам билд. Первое, что нам нужно, это тушка наследия Сиеры. Без нее точно ничего работать не будет, она реверсит эффект чилла на нас, из-за чего мы наоборот ускоряемся, а не замедляемся. И это ускорение мультипликативное и влияет вообще на все, даже на скорость открытия портала. Затем нам обязательно нужна шапка Уздечка Ворчунья. За счет нее нас будет дамажить при каждом использовании способности, что и будет чилить нас. Эти две уникальные шмотки по сути обязательны, и без них ничего не получится. Далее расскажу про проблемы, которые необходимо решить, чтобы Self Chill заработал. Для того, чтобы шапка охлаждала нас на 50%, нужно, чтобы каждое применение способности наносило нам урон, равный примерно половине нашего порога наложения стихийных состояний, который в свою очередь равен половине нашего максимального здоровья. Из вышесказанного следует, что наносимый урон шапкой должен быть равен примерно четверти от максимального здоровья. В патче 0.5 разработчики сделали, что ключевая пассивка иммунитет хаосу хоть и уменьшает здоровье до 1, но Ailment Threshold и Stun Threshold остаются такими же, как до взятия данной пассивки. В соответствии со всем вышесказанным, единственные варианты это уменьшать здоровье и увеличивать монокост, так как шапка дамажит от монокоста. Можно попробовать сфокусироваться на увеличении монокоста, но в таком случае каждое применение способности будет очень сильно дамажить нас, но и логично будет требовать очень много маны. И как-то эти затраты скомпенсировать будет очень сложно. Играть с энергощитом в таком случае не получится, а разогнать здоровье гораздо сложнее. Можно попробовать переводить весь входящий урон в ману, но в таком случае на это тратить слишком много поинтов, а если брать мом, то восстановление маны становится слишком медленным. В общем, никакого нормального варианта я тут не придумал, поэтому я пошел по пути уменьшения здоровья. В игре есть три способа уменьшить здоровье. Кольцо сердца мины, амулет глаз Чьюлы и амулет сердца бойни. Так как редкие амулеты дают довольно много бонусов и отказываться от них не хочется, я решил выбрать ритуалистку и играть с 3 кольцами сердца мина. Ну и поскольку я заранее знал, какой у меня будет билд, я также не брал бонусы к максимальному здоровью в первом акте и во второй интерлюдии. Стартовал лигу я на той же обилке, что играю сейчас, но сначала играл без Self Chill, так как нужно обязательно пройти Уберлабу и приобрести ботинки, перчатки и амулет с большим количеством энергощита. Спекнулся в Self Chill примерно на 2-3 день. Сейчас у меня 295 максимального здоровья и 91 монокост на основной обилке. Этого как раз хватает, чтобы чилить себя на 50% при каждом применении способности. Ядовитые обилки лука я выбрал по причине того, что кольца дают очень много экстра хаоса, и реализовать это я решил через Poison. Следующая проблема, которая возникает, это восстановление энергощита, так как шапка постоянно нас дамажит, и перезарядка энергощита просто не начинается. Я решил эту проблему с помощью огненного чарма на гвард и пассивки расплавленная сущность. С помощью этой пассивки я получаю урон огнем при каждом применении способности, и это триггерит чарм и дает мне гвард. Чарм триггерится до получения урона, и за счет этого резист огня можно оставлять на уровне 50%, и чарм всегда поднимет его до 75%. За счет гварда мы не теряем энергощит от своих же способностей, и он может перезаряжаться. Также следует сказать, что чармы не могут триггериться, пока не действуют, поэтому во втором акте лучше брать бонус на заряды чармов, а не длительность. И не брать нигде длительность чармов, чтобы чаще обновлять гвард. Еще гвард не может превышать значение в 2 раза больше, чем максимальное здоровье, поэтому брать иммунитет хаосу не рекомендуется. Есть второй способ, это Ghost Dance, но для его работы нужно очень много уклонения, которое брать просто неоткуда. Пока я не купил Mage Blood, я играл без уклонения. Следующая проблема это состояние и станы. Со станами справляемся за счет 2 джевелов, где есть стата на Stun Threshold от энергощита. Также пока энергощита не слишком много, может помочь руна в тушку Carved Mischief. Она спасет от чейн станов. Потом я по итогу от нее отказался, когда достиг достаточно большого показателя энергощита. Со стихийными состояниями все сильно сложнее, так как мы не можем брать общий Elemental Ailment Threshold, так как эта стата ослабит чил, поэтому нужно бороться с каждым состоянием отдельно. Поджог игнорировать невозможно, так как любая огненная лужа и фаер-тычки поджигают нас и дамажат нас еще 4 секунды, из-за чего перезарядка энергощита просто никогда не начинается. Есть 2 способа справиться с поджогом, дешевый и дорогой. Дешевый это просто поставить чарм против поджога, с свойством восстановления маны при использовании. За счет пассивки ритуалистки на чармы это по сути дает постоянный иммунитет к поджогу, так как затраты на ману компенсируются самим чармом. Минус этого способа перед дорогим очевидно в том, что он занимает слот чарма. Второй способ это вставить руну наследия Альдура в тушку пепел, за счет чего получается руна наследия пепла, которая при вставлении в тушку дает иммунитет к поджогу. Поскольку эта руна очень дорогая, то следует сначала заминмаксить тушку и сделать мне 4 сокета. Для этого надо купить Exceptional базу на 3 сокета, потом закараптить на 4. Хотя это не совсем обязательно, так как есть валюта, которая может вытащить руну. Лизы мы боремся либо за счет чарма, либо с помощью пассивки ломающей льды, если такой чарм просто не влазит. На шок можно забить, так как 20% увеличения урона не сильно критично.
Пойзеном и блидом можно справиться просто за счет лайфласки. Она будет спасать только если играть без лоу-лайфа. Если играть с лоу-лайфом, то с пойзеном можно справиться с помощью пассивки терпимость к токсинам. С кровотечением единственный вариант это чарм. С помощью Lineage саппорта причастия Адири можно прикрутить еще один баф, и лучше всего здесь подходит Вечная Ярость, которая дает 30% мора, а также саппорт Отчаянный Удар, который дает еще 70% инкриза. Также пассивка Инстинкт Убийцы начинает давать не 40% инкриза, а 60%. И получается, что Low Life дает нам 30% мора и 90% инкриза, и это не считая саппорт гема на Faster Poison за рейдж. Ну и последняя проблема это то, что тушка вообще не дает никакой защиты, а шапка ее дает очень мало. И при этом еще мы носим 3 кольца, которые защиту снижают. Поэтому в оставшихся слотах нужно набирать энергощит по максимуму. В перчатках ищем Mana Leech, Attack Speed и сортируем по энергощиту. В ботинках самое важное это очевидно скорость, поэтому просто прописываем ее и сортируем также по энергощиту. В амулете ищем плюс к максимуму энергощита, увеличение максимума энергощита и увеличение энергощита и выезжения и армора. Ну и желательно, чтобы при этом было плюс 3 к уровню умений снарядов, но в приоритете энергощит. В дереве также забираем весь энергощит, до которого можно дотянуться, и во всех джевелах тоже берем энергощит. И в итоге смог разогнать почти 6000 энергощита и 57% уклонения. Энергощита, конечно, не слишком много, но с 57% уклонения это ощущается достаточно комфортно. Mage Blood разгоняет уклонение в соло, ну и очень помогает тот факт, что все ноды на энергощит, которые мы берем, также увеличивают уклонение. В джевелах ищем энергощит, магнитуда элементов при критах, крит шанс и крит дэмэдж бонус. На этом все. Спасибо за просмотр и удачи!